Тихий осенний вечер медленно опускался на город. Последние лучи заходящего солнца окрашивали верхушки деревьев в нежно-золотистые тона, а прохладный ветер лениво перебирал пожелтевшие листья, кружа их в воздухе причудливым танцем. Анастасия торопливо шла по знакомой дорожке к своему подъезду, крепко прижимая к груди папку с рабочими документами. Типовая девятиэтажка, в которой она жила последние 5 лет, ничем не выделялась среди десятков таких же домов в спальном районе. Серые стены, потрескавшийся асфальт у входа, скамейки, где летними вечерами собирались пожилые жители дома, все было привычным и родным. Анастасия любила свой маленький мирок, хотя порой он казался ей слишком предсказуемым и однообразным. В свои 32 она так и не встретила того единственного, о котором мечтала в юности. Работа бухгалтером в небольшой компании, вечера за книгой или сериалом, редкие встречи с подругами, ее жизнь текла размеренно и спокойно. Может быть, даже слишком спокойно. «Добрый вечер, Мария Петровна», — поздоровалась Анастасия с пожилой соседкой, встретившейся ей у подъезда. «Здравствуй, Настенька. Как работа?» — улыбнулась старушка, поправляя шерстяной платок. «Все как обычно. Цифры, отчеты». Анастасия пожала плечами. «А у вас как дела?» «Да вот, новый сосед въехал на 5-м этаже. Такой молчаливый, все время один. Даже не знаю, что и думать». Анастасия кивнула. Она тоже заметила нового жильца, высокого мужчину лет 40 с небольшой проседью в темных волосах. Он действительно казался нелюдимым, почти никогда не здоровался и старался избегать любых разговоров с соседями. Поднимаясь по лестнице, лифт, как обычно, не работал, Анастасия размышляла о своей жизни. Может, пора что-то изменить? Записаться на курсы иностранного языка или начать ходить в спортзал? Эти мысли прервал приглушенный мужской голос, донесшийся из-за двери квартиры нового соседа. «Нужно избавиться как можно скорее», — раздалось из-за двери. «Свидетели могут все испортить. Слишком опасно медлить». Анастасия замерла на месте. Сердце гулко забилось в груди. Обрывки фраз звучали зловеще, вызывая самые мрачные подозрения. Она быстро поднялась на свой этаж, зайдя в квартиру, прислонилась к двери. За окном стремительно темнело. Ветви старого клена постукивали в стекло, отбрасывая причудливые тени на стену. Анастасия включила свет и прошла на кухню. Заварила крепкий чай, пытаясь успокоиться и разложить по полочкам услышанное. «Может, я все неправильно поняла», — думала она, глядя на плавающие в чашке чаинки. Мало ли о чем могут говорить люди. Но почему такой таинственный тон? И эти слова про свидетелей. Ночь прошла беспокойно. Анастасия долго ворочалась в постели, прислушиваясь к звукам в подъезде. Где-то около 3 часов ночи она услышала, как хлопнула дверь на 5-м этаже, затем раздались тихие шаги по лестнице. Выглянув в окно, она успела заметить высокую фигуру соседа, быстро идущего по направлению к гаражам. Что можно делать на улице в такое время? Эта мысль не давала ей покоя до самого утра. Следующие несколько дней Анастасия не могла избавиться от навязчивых мыслей о подслушанном разговоре. Она начала внимательнее присматриваться к своему загадочному соседу, которого теперь знала по имени Виктор Андреевич Савельев. Это имя она случайно увидела на почтовом ящике, когда забирала свою корреспонденцию. Ранняя осень постепенно уступала место поздней. Деревья почти полностью сбросили листву, и теперь их голые ветви царапали серое небо, словно пытаясь удержать ускользающее тепло. По утрам на траве появлялся первый иней, а воздух становился все более колким и прозрачным. «Настя, ты в последнее время какая-то рассеянная», — заметила ее коллега Ирина во время обеденного перерыва. «Что-то случилось?» «Да нет, просто...» Анастасия помешала остывший кофе. «Знаешь, иногда мне кажется, что мы живем в каком-то коконе, не замечая, что происходит вокруг». «Это ты к чему?» Ирина внимательно посмотрела на подругу. «Вот скажи, ты хорошо знаешь своих соседей. Чем они занимаются? Куда ходят? Господи, Насть, ну кто сейчас интересуется соседями? Времена бабушек на лавочке давно прошли». Но Анастасия не могла перестать наблюдать. Она заметила,
что Виктор действительно вел необычный образ жизни. Почти каждую ночь, около 3 часов, в его квартире загорался свет. Через полчаса он выходил из подъезда с объемной спортивной сумкой и исчезал в темноте. Возвращался всегда под утро, когда первые лучи солнца только начинали окрашивать горизонт. Однажды вечером она услышала странные звуки из его квартиры, как будто что-то тяжелое двигали по полу. Затем последовал приглушенный стук и звон металла. Анастасия тихо подкралась к своей двери и посмотрела в глазок. Через несколько минут Виктор вышел, неся большой черный пакет, который явно пытался держать особенно осторожно. «Что может быть в этом пакете?» — думала Анастасия, прижавшись к двери. «И почему он так старается никому его не показывать?» В выходные она заметила, как Виктор что-то прятал в своем гараже на заднем дворе. Старые деревянные постройки за домом использовали жильцами для хранения всякой хозяйственной мелочи, но гараж Виктора отличался новым надежным замком. Вечером того же дня Анастасия решилась на маленькую разведку. Накинув куртку, она вышла во двор, делая вид, что просто гуляет. Возле гаража она остановилась, якобы поправляя шнурок на ботинке. В щель между досками пробивался тусклый луч ее карманного фонарика. «Что-то потеряли?» Раздался вдруг за спиной спокойный голос. Анастасия вздрогнула и обернулась. Перед ней стоял Виктор. Его темная фигура четко вырисовывалась на фоне уличного фонаря. «Нет, просто шнурок развязался», — пробормотала она, чувствуя, как краска заливает щеки. «Здесь довольно темно для завязывания шнурков. Вам не кажется?» В его голосе послышались сталиные нотки. Анастасия почти бегом вернулась домой. Сердце колотилось как сумасшедшее, а в голове проносились самые страшные картины. Она была уверена, Виктор что-то скрывает, что-то серьезное и опасное. Но что именно? Ночью ей приснился кошмар. Она стояла перед гаражом, дверь медленно открывалась, и оттуда появлялась рука, держащая окровавленный нож. Проснувшись в холодном поту, Анастасия долго сидела на кровати, глядя в окно на мерцающие фонари. На следующий день она решила действовать более осторожно. В интернете нашла информацию о Викторе, страницы в социальных сетях были пусты, только фотография профиля, где он серьезно смотрел в камеру. Никаких личных данных, никаких публикаций. Вечером она услышала, как кто-то поднимается по лестнице. Через глазок увидела 2 мужчин. Один из них нес какой-то сверток. Они постучали в квартиру Виктора. «Все готово?» Донесся до нее приглушенный голос. «Да, но нужно торопиться. Времени мало». «Хорошо, встретимся в условленном месте». Анастасия почувствовала, как по спине пробежал холодок. Она больше не могла это игнорировать. Завтра же она пойдет в полицию. Районное отделение полиции встретило Анастасию прохладой и запахом старой бумаги. Потертый линолеум поскрипывал под ногами, а тусклые лампы дневного света придавали всему какой-то болезненный оттенок. В коридоре было пусто, только где-то вдалеке слышался приглушенный разговор и стук пишущей машинки. «Присаживайтесь», — участковый, немолодой мужчина с уставшим лицом, указал на стул. «Слушаю вас». «Понимаете, Анастасия нервно теребила ремешок сумочки, мой сосед. Он ведет себя очень странно. Уходит по ночам, носит какие-то подозрительные пакеты». «И что?» Участковый поднял бровь. «Это не запрещено законом. Но я слышала разговор. Про то, что нужно избавиться, и про свидетелей. У вас есть конкретные доказательства противоправных действий?» «Нет, но...» «Послушайте», участковый устало потер переносицу, «мы не можем начать расследование на основании подозрений. Принесете факты, будем работать». Выйдя из отделения, Анастасия почувствовала себя совершенно беспомощной. Моросил мелкий дождь, превращая опавшие листья в скользкий ковер. Порыв ветра бросил в лицо горсть холодных капель, словно насмехаясь над ее страхами. Вернувшись домой, она заметила, что дверь квартиры Виктора приоткрыта. Из щели пробивалась полоска света и доносились приглушенные голоса. Анастасия замедлила шаг, стараясь ступать как можно тише. «Времени все меньше», — говорил незнакомый мужской голос.
Нужно действовать быстрее. «Я понимаю», — отвечал Виктор. «Но нельзя торопиться, иначе все пойдет прахом. А это твоя соседка. Она что-то подозревает. Не беспокойся. Я за ней присматриваю». У Анастасии перехватило дыхание. Они говорили о ней. Значит, Виктор заметил ее наблюдение. Сердце гулко стучало в груди, когда она торопливо открывала дверь своей квартиры. Что же делать? Металась она по комнате. Может, уехать на время к маме? Нет, нельзя показывать, что я напугана. Ночью она снова услышала шаги на лестнице. Виктор спускался не один, с ним было еще двое. Они приговаривались шепотом, но в ночной тишине каждое слово звучало отчетливо. «Все готово. В гараже. Да, можно начинать. Отлично. Завтра закончим с этим». Анастасия не могла больше ждать. Если полиция не хочет помогать, она найдет доказательства сама. Дождавшись, пока шаги стихнут, она накинула куртку и тихо выскользнула из квартиры. Ночной двор был пустынным. Фонари отбрасывали причудливые тени, превращая кусты в зловещие силуэты. Гараж темнел в дальнем углу двора. Анастасия достала из кармана маленькую отмычку, купленную днем в хозяйственном магазине. Руки дрожали, когда она пыталась вставить ее в замок. Внезапно где-то хрустнула ветка. Анастасия замерла. Тишина. Только ветер шелестел в кронах деревьев. Собрав всю волю в кулак, она продолжила возиться с замком. Наконец раздался тихий щелчок. Внутри гаража пахло сыростью и металлом. Луч фонарика выхватил из темноты старый верстак, на котором лежали какие-то инструменты, покрытые ржавчиной. В углу стоял большой деревянный ящик, обернутый в черный полиэтилен. Дрожащими руками Анастасия потянула за край пленки. В этот момент снаружи послышались шаги. Она метнулась в угол, выключив фонарик. Дверь гаража медленно открылась. В проеме показалась высокая фигура. Анастасия зажала рот рукой, чтобы не закричать. Это был Виктор. «Я знал, что вы придете», — спокойно сказал он, включая свет. «Теперь выбора нет. Придется вам все показать». Анастасия почувствовала, как земля уходит из-под ног. В глазах потемнело, и последнее, что она увидела перед тем, как потерять сознание, это как Виктор делает шаг в ее сторону. Первое, что почувствовала Анастасия, приходя в себя, это запах свежезаваренного кофе. Она лежала на диване в незнакомой комнате. Сквозь тонкие занавески пробивался тусклый свет уличного фонаря. На столике рядом стояла дымящаяся чашка. «Очнулись!» Голос Виктора звучал неожиданно мягко. «Выпейте, это поможет прийти в себя». Анастасия резко села, готовая бежать, но головокружение заставило ее снова откинуться на подушке. Она огляделась. Обычная квартира. Никаких следов преступлений, книжные полки, компьютер, на стенах детские рисунки. «Где я?» — хрипло спросила она. «В моей квартире. Вы потеряли сознание в гараже. Я не мог оставить вас там». «Зачем? Зачем вы меня сюда принесли?» «Потому что пришло время все объяснить. Я знаю, что вы следили за мной последние недели». Виктор сел в кресло напротив. В тусклом свете настольной лампы его лицо казалось усталым и каким-то человечным. Совсем не похожим на лицо предполагаемого преступника. «Я работаю в социальной службе», — начал он. «Точнее, в специальном отделе по защите детей из неблагополучных семей. Мы помогаем тем, кто оказался в сложной ситуации, жертвам домашнего насилия, подросткам из проблемных семей». Он встал и подошел к книжному шкафу, достал папку с документами. «Вот, посмотрите». Он протянул ей удостоверение социального работника. «Те ночные выезды, которые вы видели, это экстренные вызовы. Иногда приходится действовать быстро, чтобы успеть помочь. А те разговоры про избавиться и свидетелей». Анастасия все еще не могла поверить в происходящее. «Мы обсуждали, как избавить детей от опасной ситуации, не привлекая лишнего внимания. Часто приходится действовать тайно, потому что агрессивные родители могут помешать нашей работе».
Виктор открыл ноутбук и показал ей фотографии: детская площадка, которую они восстановили, праздник в детском доме, группа поддержки для подростков. «А гараж?» — спросила Анастасия. «Что в том ящике?» Виктор улыбнулся и достал ключи. «Пойдемте, покажу. Только накиньте куртку, на улице холодно». Они спустились во двор. Виктор открыл гараж и включил свет. В углу стоял тот самый загадочный ящик. Он откинул полиэтилен, и Анастасия увидела детские игрушки, книги, настольные игры. «Мы собираем вещи для детских домов и кризисных центров», — пояснил Виктор. «А инструменты нужны для ремонта детских площадок. Видите, совсем не страшно». «Господи, как же я могла...» Анастасия почувствовала, как краска стыда заливает щеки. «Не корите себя. Вы хотели помочь, просто сделали неверные выводы». Они вернулись в квартиру. За окном начинало светать. Анастасия смотрела, как первые лучи солнца окрашивают небо в нежно-розовый цвет, и чувствовала, как тяжесть последних недель спадает с плеч. «Знаете», — сказал вдруг Виктор, — «нам всегда нужны волонтеры. Если хотите сделать что-то действительно полезное». «Да», — неожиданно для себя ответила Анастасия. «Да, я бы хотела помочь». Она допила остывший кофе и посмотрела на Виктора другими глазами. Перед ней был не зловещий преступник, а человек, который каждый день делает мир немного лучше. «Как странно», — подумала она, глядя на профиль Виктора, склонившегося над документами. «Иногда нужно пройти через страх и опасность, чтобы увидеть истинную сущность людей». Но этот момент прозрения был лишь началом. То, что должно было случиться дальше, перевернуло всю ее жизнь. Прошла неделя после того памятного утра. Анастасия начала помогать Виктору в его работе с детьми, и ее жизнь наполнилась новым смыслом. Каждые выходные она участвовала в организации мероприятий для детского дома, помогала собирать вещи для нуждающихся семей и даже начала вести небольшой кружок рисования для младших школьников. Осень окончательно вступила в свои права. Холодный ветер гонял по улицам пожухлые листья, а низкие серые облака, казалось, навсегда затянули небо. Но даже в такую погоду детские улыбки согревали душу лучше любого солнца. «Как вам удается находить силы на все это?» — спросила однажды Анастасия Виктора, когда они возвращались с очередного мероприятия. «Знаете», — он задумчиво посмотрел вдаль, «когда видишь, как меняются жизни этих детей, Катви в глазах появляется надежда. Это дает больше энергии, чем любой отдых». Но спокойствие длилось недолго. Первый звонок раздался поздним вечером, когда Анастасия готовилась ко сну. Незнакомый номер, хриплый мужской голос. «Слышал, ты любишь совать нос в чужие дела», — произнес голос без предисловий. «Кто это?» Анастасия почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Меньше знаешь, дольше живешь. Просто держись подальше от 5-го этажа». Звонок оборвался, оставив после себя гнетущую тишину. Анастасия не могла уснуть всю ночь, вспоминая тот подслушанный разговор. Что, если она действительно услышала что-то важное, но ошиблась с его источником? На следующий день она заметила темную машину без номеров, припаркованную напротив подъезда. Внутри сидели двое мужчин, внимательно наблюдавших за входом в дом. Когда она проходила мимо, они отвернулись, но она успела заметить, как один из них говорит что-то в телефон. «Может, это паранойя», — думала она, поднимаясь по лестнице. Но почему тогда так страшно? Вечером она рассказала обо всем Виктору. Он выслушал ее внимательно, не перебивая, только хмурился все больше с каждым словом. «Я думаю, вы случайно услышали разговор не из моей квартиры», — сказал он наконец. «В тот вечер я был на дежурстве. А вот квартиру напротив недавно сдали каким-то людям. Но кто они? И почему угрожают мне? У меня есть предположение». Виктор достал телефон. «Помните дело о пропавших детях, о котором писали в новостях? Возможно, вы случайно услышали то, что не предназначалось для посторонних ушей». В этот момент в дверь позвонили. Они переглянулись. На площадке никого не было, только на полу лежал конверт. Внутри фотография Анастасии,
сделанное сегодня утром, когда она выходила из дома. На обороте надпись «Последние предупреждения». Виктор немедленно достал телефон и набрал номер. «Алексей, это Савельев. Помнишь дело, о котором мы говорили? Кажется, у меня есть зацепка. И нам нужна защита для свидетеля». Он повернулся к Анастасии. «Собирайте самое необходимое. Вам нельзя оставаться здесь. Я знаю безопасное место». Пока Анастасия торопливо складывала вещи в сумку, в окно она заметила, как к дому подъехали еще 2 машины без номеров. Время стремительно утекало, как песок сквозь пальцы, а опасность становилась все более реальной с каждой минутой. Ночной город растворялся в пелене мелкого дождя. Фары редких машин рисовали на мокром асфальте размытые световые дорожки. Анастасия сидела на переднем сиденье автомобиля Виктора, крепко прижимая к груди сумку с самым необходимым. Они петляли по улицам, стараясь оторваться от преследования. «Куда мы едем?» – тихо спросила Анастасия, глядя в боковое зеркало. «В безопасное место», – ответил Виктор, внимательно следя за дорогой. «У социальной службы есть несколько конспиративных квартир для защиты свидетелей. Вы думаете, это все-таки связано с делом о пропавших детях?» «Почти уверен. Последние месяцы мы отслеживали группу, которая занимается похищениями. Возможно, вы случайно услышали их разговор». Телефон Анастасии завибрировал, очередной звонок с неизвестного номера. Она показала экран Виктору. «Не отвечайте», — покачал он головой. «И выключите телефон. По нему могут отследить наше местоположение». Они свернули в промышленный район. Заброшенные склады и старые фабрики выглядели особенно зловеще в ночной темноте. Виктор несколько раз менял направление, проверяя, нет ли слежки. «Знаете», — вдруг произнесла Анастасия, «а я ведь действительно думала, что вы...» Она замолчала, не в силах закончить фразу. «Преступник», — улыбнулся Виктор. «Да, я догадался. Поэтому и не спешил раскрывать карты. В нашей работе часто приходится действовать скрытно». Внезапно сзади появились яркие фары. Машина быстро приближалась. «Неужели нашли?» Мелькнула паническая мысль. Виктор прибавил газу. Машина неслась по пустынным улицам, визжа шинами на поворотах. Преследователи не отставали. В какой-то момент они поравнялись с ними, и Анастасия успела заметить знакомое лицо, один из тех мужчин, что следили за домом. «Держитесь!» — крикнул Виктор, резко выворачивая руль. Машина нырнула в узкий проезд между складами. Преследователи проскочили мимо. Виктор заглушил двигатель и выключил фары. Они сидели в полной темноте, прислушиваясь к звукам снаружи. Где-то вдалеке раздался визг тормозов, погоня потеряла их след. «Теперь недалеко», — сказал Виктор, заводя машину. «Скоро будем на месте». Через 15 минут они остановились возле неприметной пятиэтажки на окраине города. Виктор провел Анастасию через черный ход на 3-й этаж. Квартира оказалась маленькой, но чистой и обжитой. «Располагайтесь». Виктор включил свет. «Здесь вы будете в безопасности». «А вы?» — встревоженно спросила Анастасия. «Я должен вернуться. Нужно координировать действия с полицией. Скоро все это закончится, обещаю». Оставшись одна, Анастасия подошла к окну. Город расстилался внизу морем огней, таким привычным и одновременно чужим. Где-то там, в лабиринте улиц, скрывались люди, готовые на все, чтобы сохранить свои тайны. А она оказалась между 2 огней, случайная свидетельница, чья жизнь в одночасье превратилась в триллер. Утром ее разбудил звонок в дверь. На пороге стоял Виктор, осунувшийся после бессонной ночи, но с победной улыбкой на лице. «У меня хорошие новости», — сказал он. «Полиция провела операцию. 3 задержанных, найдены доказательства причастности к похищениям. Ваши показания могут стать ключевыми в этом деле». «Значит, все закончилось?» — с надеждой спросила Анастасия. «Почти. Осталось дать официальные показания». «Вы готовы?» Анастасия кивнула. Впервые за последние дни она почувствовала,
что может свободно вздохнуть. Солнце медленно поднималось над городом, обещая новый день и новую жизнь, в которой больше не будет места страху и подозрениям. «Как странно», — подумала она, глядя на профиль Виктора, склонившегося над документами. «Иногда нужно пройти через страх и опасность, чтобы увидеть истинную сущность людей». Но это было только начало новой главы в ее жизни, главы, которая обещала быть не менее захватывающей, чем предыдущая. Полицейский участок гудел как улей. Анастасия сидела в кабинете следователя, подробно описывая все, что слышала и видела за последние недели. Каждая деталь, каждый обрывок разговора мог оказаться важным для следствия. «И вы говорите, что первый разговор услышали примерно месяц назад», уточнил следователь, постукивая ручкой по столу. «Да, это было вечером, когда я возвращалась с работы», кивнула Анастасия. «Тогда я еще подумала, что разговор шел из квартиры Виктора, но теперь понимаю, звук мог идти с лестничной площадки. А те люди в машине без номеров, вы сможете их описать». В соседнем кабинете Виктор работал с оперативниками, помогая составить схему передвижений преступной группы. Его опыт социального работника оказался бесценным, он знал все укромные места города, где могли прятаться похитители. К вечеру картина начала складываться. Группировка действовала в нескольких городах, похищая детей из неблагополучных семей. Они использовали информацию от своих людей в социальных службах, выбирая жертв, чье исчезновение вряд ли вызвало бы большой резонанс. «Вам повезло», — сказал Виктор, когда они вышли на улицу. «Они могли заметить ваши наблюдения гораздо раньше». «Знаете», — задумчиво произнесла Анастасия, «а ведь если бы я не заподозрила вас, то, может быть, никогда бы не обратила внимания на действительно подозрительные вещи. Судьба иногда выбирает странные пути, чтобы привести нас туда, где мы должны оказаться». Вечер окутывал город мягким сумраком. Они шли по улице, обсуждая события последних дней. Анастасия чувствовала странное спокойствие. Впервые за долгое время она могла просто идти, не оглядываясь и не прислушиваясь к шагам за спиной. «Как много может измениться за такой короткий срок», — думала она. «Еще месяц назад моя жизнь казалась такой предсказуемой». Прошло полгода. Весна робко вступала в свои права, раскрашивая город нежной зеленью первых листьев. Анастасия стояла у окна своего нового офиса в Центре социальной поддержки, наблюдая, как на детской площадке играют малыши под присмотром воспитателей. После тех событий ее жизнь изменилась кардинально. Оставив работу бухгалтера, она прошла курсы и стала помощником социального работника. Теперь каждый ее день был наполнен настоящим смыслом, она помогала тем, кто действительно нуждался в поддержке. Готова к сегодняшнему выезду. Виктор заглянул в кабинет, держа в руках папку с документами. «Конечно», — улыбнулась Анастасия. «Куда едем?» «Новый случай. Семья на окраине. Соседи сообщили о странных звуках по ночам. Надеюсь, на этот раз обойдется без погонь и конспиративных квартир», — рассмеялась она. Они спустились на парковку. Весеннее солнце играло в стеклах машин, наполняя воздух особенным, только весне присущим оптимизмом. Анастасия села на пассажирское сиденье, привычно проверяя документы в сумке. Дорога вела их через весь город, мимо знакомого дома, где все началось, мимо старого гаража, который теперь использовали как склад для благотворительной помощи, мимо полицейского участка, где месяцами шло расследование. «Знаешь», — вдруг сказал Виктор, остановившись на светофоре, «я часто думаю о том вечере, когда ты впервые меня заподозрила». «И что же ты думаешь?» Анастасия повернулась к нему. «Думаю, что иногда нужно ошибиться, чтобы найти правильный путь». Анастасия улыбнулась. Она поняла, что он имеет в виду. Тот страх, те подозрения, та неловкость — все это привело к чему-то важному. К новой работе, к новому смыслу жизни и к новым чувствам, которые постепенно зарождались между ними. «Действительно», — подумала она, глядя на профиль Виктора, «иногда нужно принять человека за не того, чтобы понять, он именно тот, кто тебе нужен». Машина тронулась. Впереди их ждал еще один день, полный забот и проблем, требующих решения. Но теперь Анастасия точно знала, она на своем месте. И она больше не боится заглядывать за закрытые двери,
ведь за ними не всегда скрывается то, чего мы боимся. Иногда там прячется наше будущее.